Здравствуйте, уважаемый доктор Михаил Левит. Также хочу поприветствовать всех кураторов метода ЛТП. Меня зовут Марьям, я из Азербайджана, города Баку. Моему ребенку 5 лет. Был поставлен диагноз аутизма и задержка речи. Да, в данный момент ребенку 5 лет, у нас отсутствие речи, и как у всех таких детей, есть свои стереотипы, капризы, истерики и тому подобное. На что я хочу сделать акцент. Я на методе ЛТП всего лишь 2 месяца. Какие были у нас изменения? Первое. Мой ребенок подходил раньше только ко взрослым людям во дворе. Сейчас он подходит к своим сверстникам. Он берет с собой игрушки. Он меняется с ними игрушками. Он может дать понять какому-либо ребенку, не имеет значения девочке, мальчику, что хочет общаться. Но, к сожалению, так как у моего ребенка пока отсутствует речь, многие детишки его не понимают. Но при всем этом он старается контактировать. Второе, на что я хочу сделать акцент. Да, мой ребенок сидел, с психологом занимался за столом один на один. Сейчас он ходит в группу, где все детки говорящие. При всем этом он тихо, спокойно сидит за столом, ни у кого ничего не отбирает. А даже если мой ребенок у кого-то что-то возьмет, и говорящий ребенок просит его вернуть, он тихо, спокойно возвращает. В то время как раньше он бы закатил бы истерику, начал бы бить себя по голове и тому подобное. Плюс в течение 5 лет я одна из тех родителей, которые не знают, что такое ночной сон. У меня ребенок циклично просыпался в час-два в ночи и до самого рассвета, до 6, до 7, а иной раз даже до 8 утра не спал. Естественно, это сказывалось на нашем режиме, после чего ребенок приходил днем, спал, и опять все это продолжалось. Ни одни нейролептики, ни одни ноотропы, никакие успокоительные его не успокаивали. Эта цикличность продолжалась. Буквально спустя 3 недели после метода ЛТП и стабилизации питания, несмотря на то, что мы уже были на стабилизации питания, то есть мне пришлось всего лишь пару продуктов убрать, ну и соблюдать процентаж, который рекомендует доктор Левин. Пошел прогресс в том, что мой ребенок стал засыпать вовремя, в плане 10 вечера он вырубается и спит до утра. И, естественно, меня это очень радует. Да, конечно, никто не отменяет того, что если ребенок заболеет, появятся откаты, естественно, возвращаясь там в иное или в какое-либо состояние, метод АОТБ очень сильно помогает. Например, такая вещь, которую они рекомендуют сделать. Это экстра-версии. Не имеет значения, что кидать. Камушки, шишки или что-либо еще. Но реально я никогда не могла бы подумать, что если во время истерики дать ребенку минут 10 подряд побросать какие-либо камешки, игрушки, кубики, не имеет значения что, буквально через 10 минут ребенок в прямом смысле этого слова меняется, приходит в себя, и истерика моментально пропадает. А потом, там, к сожалению, моего ребенок не получен, так сказать, к самообслуживанию. Есть тот момент, что мы его носили к унитазу. Если, допустим, я говорю, что нужно пописать, мне приходилось делать пись-пись, тись-тись, и так продолжалось в течение 10 минут. Сейчас же мы просто подходим, я ему ничего не говорю, ребенок начал понимать через каждые, например, полчаса 40 минут и, естественно, делать свои дела. Вот это еще один из больших плюсов, которых мы добились за эти 2 месяца. Также, естественно, видя нас родители, все говорят, что ребенок изменился, он начал на каком-то своем уровне общаться, он проявляет инициативу. То есть у меня ребенок выходит на прогулку с нянечкой, но после того, как родители вечером, когда я с ним хожу на прогулку, видя меня, начинают мне говорить о каких-то изменениях, о плюсах, в том плане, что да, я мать ребенка, я вижу его каждый день, я могу чего-то не заметить. Но со стороны люди, которые видят его не так часто, естественно, не замечают это. Поэтому я очень благодарна
доктору Михаилу Левиту и всем остальным кураторам. Также хочу сделать акцент на том, что мой ребенок плохо, хорошо, самостоятельно вроде бы ел, вроде бы он меня левша. Вдруг ни с того ни с сего ребенок начал придерживать тарелку, например, правой рукой, а левой ест. Несмотря на то, что он смотрит мультик, он смотрит себе в тарелке и ест в этот момент. Раньше этого не было. Он мог попасть мимо рта, он мог это все разлить, все рассыпать. То есть не было такой концентрации, какова она сейчас есть на данный момент. Также у меня ребенок посещает, ходит и к лошадкам, он ходит и на бассейн. Естественно, он лучше стал плавать, плюс он уже не боится садиться на лошадь. Если он раньше капризничал, цеплялся, или приходилось нам его придерживать, чтобы ребенок не упал, в данный момент ребенок с удовольствием садится, он сидит самостоятельно, сам, один в седле. Естественно, его подстраховывают сбоку, кто-нибудь ходит, но опять-таки он сидит сам, уверенно в седле и держится за седло. Раньше этого было сделать невозможно. Да, мой ребенок, например, кормил лошадок, но сейчас он кормит их по-другому. Он обращает внимание на них. Он может подойти, погладить, допустим, лошади ногу. Есть еще такой момент, что он вообще не обращал внимания на маленьких животных. То есть это и собака, или кошечка. Вдруг проходит ребенок, оборачивается, я понимаю, что у него появилась реакция к мелким животным. Да, он не подходит, может быть, не трогает их, но он на них обращает внимание. Недавно даже был такой случай, что он побежал за женщиной, у которой была маленькая собачка. То есть он уже не просто посмотрел, а он захотел заиграть с этой собачкой. Вот этот момент был. Также хочу добавить еще кое-какие изменения. Мы всегда посещали всякие центры, я имею в виду то, что касается театра, мультиков. Ну, на мультике в кинотеатре, честно говоря, не любил, не очень любил сидеть, вообще не любил всякие шумные места. Последний раз, когда мы пошли в кинотеатр, я обратил внимание на то, что ребенку интересно, он все 45 минут спокойно сидел, он реагировал, рассматривал окружающих. То есть, если он раньше посередине в театре во время спектакля какого-либо мог бы закатить истерику, что я не хочу больше здесь сидеть, сейчас он тихо, спокойно сидит от начала до конца. Да, он любит рассматривать книжки, но он просто их любил смотреть картинки, не понимая. Хотя в этот момент мы говорили: «Идель, ты хочешь, чтобы я тебе почитала книжку?» Мы брали, он вырывал ее из рук, он начинал рвать эти книжки. А сейчас нет. Мы берем какие-либо две книжки, показываем ему: ты хочешь эту книжку или эту книжку, ту книгу какую-то, которую он хочет, чтобы ему почитали бы, или он ударяет, или он дает понять взглядом. Мы начинаем читать. Ребенок уже не отбирает, даже если он ходит по комнате, ну, он слушает, что ему читают. Раньше у нас этого не было. Также, да, он заигрывал со мной, и с отцом. Сейчас он стал требовать больше внимания, больше заигрывает. Например, раньше, когда приходили гости, они сами старались проявить инициативу, чтобы Идель обратил бы на их внимание. Сейчас же все происходит с точностью да наоборот. Идель их тянет в комнату, закрывается с ними, мне дает понять, что мама, не мешай нам, мы играем. Даже последний раз, когда племяннице уже было время уходить, Идель расплакался, дав понять, что я не хочу, чтобы она уходила. Ну, этим самым естественным я ему просто объяснила, что в следующий раз я тебя отведу к бабушке, и наиграешься вдоволь, ей пора уходить. Правда, ребенок не успокоился, он плакал, обнял, и через некоторое время успокоился. И также у нас была такая же, например, ситуация, когда один ребенок не дал ему покрутить карусельку, где сидели дети. Дель тоже тогда разревелся, стал кричать, плакать. Таким образом он дал понять, что ему обидно. То есть у моего ребенка начали проявляться эмоции. Раньше ему было бы все равно, что у него кто-то отнял игрушку, что его кто-то толкнул, или он упал, ударился, ему больно. Он как-то на все это не реагировал. В данный момент пошла большая реакция.
То есть ребенок стал ощущать свое тело, ребенок стал обращать внимание на определенные звуки, которые раньше любого ребенка, если бы испугали бы, моего ребенка это не пугало бы. Сейчас, да, он понимает, и он, ну, как обычно, нормотипичный ребенок начинает пугаться. Конечно, к сожалению, пока у нас нет речи, но я больше чем уверена, что находясь на этом методе, дай бог, у нас все нормализуется, все постепенно, появится и речь, и все остальное, как говорится, к этому приложится. Единственная большая просьба к уважаемым родителям, которые сидят и думают, пойти ли им на этот метод, стоит ли этого того. Да, это того стоит. Я мать того ребенка, опять-таки повторяюсь, который в течение 5 лет можно посчитать по пальцам за 5 лет, сколько раз я спала. Сейчас я практически сплю бесперебойно. Просто единственная просьба, вы должны выполнять все с точностью, как требуют кураторы и как требует наш уважаемый доктор Михаил Левин. Всем большое спасибо. До свидания. До новых встреч.